Всем привет! Мы находимся в спортивном клубе Arma SMC. Зовут меня Султан, я являюсь тренером по смешанным единоборствам. Хочу вам продемонстрировать комбинацию из смешанных единоборств. Комбинация будет простая. Мы берем основу из каждого вида единоборств, которые всем известны, то есть бокс, тайский бокс и борьба. И некий микс слепим из него, и получится комбинация. Начнем мы эту комбинацию с бокса. Перейдем мы, то есть на тайский клинч, это удары коленями. Сделаем нырок под руку и завершим это удушающим приемом. Сегодня мне будет помогать мой коллега Али. Привет. Начинаем с бокса. Наносим классическую двоечку, 2 прямых удара. Эти 2 удара используются для того, чтобы взять соперника именно в клинч. Раз, два. Вот здесь уже пошел захват, петля. Предплечье у нас на груди у соперника, правое, это очень важно. А левая моя рука в данном случае находится под рукой соперника. И это очень удобный захват, применяемый в смешанных единоборствах. Чем он удобен? Тем, что я могу управлять соперником, не тратя больших сил, если я делаю его правильно. То есть многие делают неправильно, начинают скалить зубы, напрягаться здесь. Никакого напряжения не должно. Все напряжение вот в этом захвате, и все. А по сути я на нем вишу. Да, и вот я этим предплечьем как раз управляю. То есть вот он ходит за мной. И здесь уже колени, можно сказать, из тайского бокса используются. Раз, два. С клинча мы работаем уже ударами колени. Они служат для того, чтобы сбить дыхание сопернику и отвлечь его от конечной уже фазы запрыгивания за спину и задушить соперника. Отсюда вот у нас пространство для нырка. Это вот тоже борцовский элемент. Раз. И отсюда мы запрыгиваем за спину сопернику и завершаем эту комбинацию удушающим приемом. Теперь рассмотрим эту комбинацию детально. В отличие от бокса, в ММА преимущественно используется дальняя дистанция, так как в ближней дистанции соперник будет вас вязать, будет переходить на борьбу, разворачиваем плечи. А двоечка, опять-таки, не служит для того, чтобы нанести какой-то ущерб сопернику. В первую очередь она служит для отвлечения соперника от наших дальнейших действий, то есть зайти в клинч. И если мы в боксе, нам надо забрать руку правую, то есть раз-два, да, если чисто по-боксерски это смотреть. Здесь немножко другая история, то есть раз-два, и этой же рукой мы забираем руку, кладем предплечье на грудь и за шею. Раз-два, заходим в клинч. И отсюда удары коленями. Удары коленями очень хорошее оружие для того, что оно служит для того, чтобы сбить дыхание сопернику и опять-таки отвлечь от дальнейших наших действий, то есть нырка под руку. Это уже у нас борцовский элемент идет. И отсюда у нас мы должны включить ноги, запрыгнуть на соперника. Вот у нас все еще продолжаем держать захват. Еще один важный момент. Непосредственно после нырка мы должны запрыгнуть и зафиксироваться за его спиной. Каким образом мы фиксируемся? То есть правая моя пятка уходит в эту сторону, левая пятка в другую сторону. То есть где-то, если у меня осталась эта нога, либо эта, он просто встряхнет меня с себя, и у меня не получится ничего сделать. Захват мы до последнего момента держим именно вот этот изначально, который мы брали, петлю. То есть раз, я не разъединил руки, во-первых. Во-вторых, я зафиксировал здесь плотно ногами. Вот она плотность, мы сидим на сопернике. Акцент в этой комбинации надо сделать именно на борцовском элементе, запрыгнуть за спину и непосредственно уже задушить, завершить поединок. Когда мы зафиксировались именно ногами, здесь уже можно переходить на удушающий прием. И завершаем нашу комбинацию именно удушающим приемом. У соперника немного вариантов остается, то есть он либо упадет вперед, либо назад. Там самое главное не бояться и держать до конца.
Так, основной акцент надо сделать именно на переход. Переход с ударной техники на борцовскую. Она должна выглядеть как одно целое. Чем больше будет паузы, тем больше будет времени сопернику, то есть одуматься и какие-то контрдействия предпринять. На этом все. С вами были Али и Султан. Подписывайтесь на наш канал Arma Sport. Занимайтесь спортом. Пока.